Всем привет, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Сергей, я сегодня в черном, потому что это цвет моей души, шутка, потому что тема на сегодняшнюю у нас смородиновые ароматы с нотой смородины ягодки, смородины листочка, очень классные, освежающие как раз сейчас, да и в любое время очень нравится. Если вам интересно, оставайтесь, будет 6 классных ароматов. Первый аромат, с которого я хотел бы начать, конечно же, самые легкие, которые быстро слетают, за 1,5-2 часа их уже нету, но тем не менее они все равно классные. Аква Аллегория, Памплелуны, ну поправьте меня, если знаете, как правильно это говорить, я не представляю, как это произносится правильно. Значит, это классная, конечно, линейка колоний от Аквы Аллегории. У них, кстати, это довольно обширная линейка, 15-20 ароматов у них или даже больше. Это великолепный, освежающий, фужерный аромат. На мой нос фужерный. Здесь листочки. Они немножко такие, даже веточки чуть-чуть пахнет. Немножко древесные. Немножко чего-то цитрусового, ягодки. Он кислый, он не сладкий, но не сводит скулы. Классно освежает. Великолепно. Единственное, что мне не очень нравится из базы, какая-то она немножечко тускловатая на мой нос, но в целом классный аромат. Я в нем сейчас разнашиваю его перед этим видео. И, скажу, что он единственный минус, он не стойкий, стоит довольно дорого, поэтому, если можете позволить себе такого рода колонь, то возьмите. Второй аромат, тоже легкий, это бренд Calais. И называется он Топидариум. Я его ласково называю топинамбур, если вы знаете такой корнеплод. Но топинамбуром там не пахнет. Смотрите, какая презентация. Крышка, кстати, тут снимается. Короче, это опасная вообще схема. Здесь у них в этом бренде такая вот лента во всех ароматах. Там что-то написано, какое-то послание. В общем, что-то не заморочились. Читать, конечно, это все не хочется. Но ароматы у них неплохие. Топидариум. И на самом деле это немножко прикольно, потому что в нотах смородины не заявлено. Там заявлен какой-то алкогольный коктейль, какие-то фрукты, какие-то древесные ноты. Совсем не то, что я ощущаю и многие другие люди ощущают. Это яркая, классная смородина, ягодка. Это уже чуть более сладкий аромат, но тоже с кислинкой, с листиком. Вот эта бархатистая какая-то такая ягодка ощущается, черной смородины. Классный, но тоже минус, абсолютно не стойкий. То есть 1,5-2 часа, и вы скажете ему до свидания. Бренд тоже не из дешевых, кажется, у них есть только вот такие малышки 50 мл. И, вопрос. Хотя на протяжении всех 1,5-2 часов это наслаждение. Очень классный, более насыщенный, более яркий, более интересно играющий, нежели чем Аква Аллегория. Этот более такой колониевый, более прозрачный, еще более легкий. А этот тоже легкий, но немножко в другую сторону. Следующий аромат это Mixed Emotions от Byredo. Классно у них крышки, конечно, такие магнитные, очень приятно трогать флаконы. Этот аромат, когда я первый раз его понюхал в бутике, конечно, это было очень интересный эффект. Я поржал, я реально поржал. Mixed Emotions переводится как смешанные эмоции, смешанные чувства. И аромат действительно их вызывает, потому что, с одной стороны, это очень веселый, интересный аромат, с другой стороны, он отдает немножко ссанинкой. То есть здесь смородина как раз-таки немного индолит, но не всем. То есть кому-то она не индолит. Кто первый понюхал смородину, либо там котиков, да. То есть, какая-то странная тема, кому как. Мне он немножко индолит, и мне это нравится. То есть он интересный, ягодка такая немножко вонючая, немножко с кошатинкой, но я ее обожаю. Классный аромат. Здесь отдает еще немножко на мой нос чем-то таким кожаным, что ли. Какая-то дымность такая есть, немножко копченость.
Ну, это уже более глубокий, богатый аромат по сравнению с предыдущими колониевыми историями. Он очень нравится мне, тоже рекомендую, интересный. Он не всем хорошо садится на кожу, поэтому его обязательно нужно пробовать. И если он вам понравится, то, конечно, это будет любовь. Попробуйте, не пожалеете. Следующее. Дальше мы уже переходим к более ярким, что ли, ароматам насыщенным. Потырил я у Славы аромат под названием Наема от бренда Arabesque Parfum. Терпеть не могу вот эти штуки, но она снимается, если кому не нравится. Без нее, кстати, флакон выглядит как-то скучно, поэтому я оставил. Значит, на мой нос этот аромат уже ближе, да, к какой-то ягодке, но здесь примешиваются какие-то нехарактерные для смородины штуки. Мне, честно говоря, оно не отдает натуральной смородиной. Не говорите Славе, что я так отозвался об этом аромате, потому что она мне очень нравится. Здесь что-то большее. Здесь какой-то восток. Здесь какая-то специевость, древесность больше. Но он классный. Вот здесь это уже история про стойкость. Он довольно стойкий, заметный, громкий. Ну и хороший. Доставляет позитивные впечатления, но он уже больше, ну, какая-то такая смородинка интереснее, чем просто ягода смородины. Хороший, советую. И вообще этот бренд Arabesque Parfum не проходите мимо, несмотря на то, что это как бы арабская парфюмерия, все у них ароматы сделаны классно, зачетно. Дальше классная жемчужинка, наверное, будет в моей коллекции. Это Enchanted Forest, то есть зачарованный лес от бренда The Vagabond Prince. У этого бренда, кстати, есть корни к фрагрантике, к основателю, одной из основательниц фрагрантики Елена Прокофьева, если не ошибаюсь, по заказу и по как бы брифингу, что ли, ее были сделаны 4 парфюма этого бренда. Один из них самый топовый у них, The Enchanted Forest, посвящен смородинке во всех ее проявлениях. Смотрите, во-первых, какой классный флакон. Великолепно. Это какая-то роспись традиционная, славянская, что-то в этом духе. Я точно не помню, если вы знаете, напишите, как это называется. Выглядит, конечно, шикарно. Это 100, стоит он нормально, адекватно для своего объема, но найти сложно, потому что не часто выпускается и потому что его разбирают. И не зря. Ох, это великолепно. Здесь и лист, и веточка, и вареньица, и он и сладенький, он и кисленький. Он супер. Я его обожаю. Здесь нету индольности, если сравнивать там с Mixed Emotion, к примеру. И нету какой-то такой немножко не смородиновой темы, если с Arabesque Parfum. И он держится уверенно там полдня с вами. И на моей коже, по крайней мере, 4-5 часов я его чувствую. И он классный. Он действительно дарит классные эмоции. Великолепный, великолепный парфюм. У меня даже слов нету. Здесь все хорошо. Если где-то сможете потестить и любите смородиное направление, посмотрите на него. Вот. И последний аромат в списке, но не последний по интересности. Я немножко в шоке, на самом деле, был от этого аромата. Я не ожидал такого. Это Serge Dumontin Mademoiselle Dumontin называется аромат. И честно, я, наверное, немножко не могу назвать это парфюмерией. Сейчас объясню, почему. Во-первых, посмотрите, какая здесь жидкость. Она такая очень густая. Здесь прям все такое плотное. Все окрасилось внутри в этот темно-коричневый цвет. Волшебно. И аромат плотнющий, густющий. И это уже, друзья, это смородиновое варенье.
сладкое, душистое, великолепное. Здесь ягодки в основном, но оно такое тягучее, довольно стойкое. Про шлейф я не совсем уверен, но оно такое притягательное, мне так нравится. Я не знаю, я прям восхищен. Из всей этой подборки я дольше всего нюхаю возле носа, постоянно свою руку хочется подносить, когда я наношу его на себя. Но почему я не назову это как бы парфюмом? Потому что оно отсылает действительно к вот этому тягучему варенью. И как бы это немножко странно, да, то есть как будто бы ты обмазался вареньем. От этого как бы и кайф, но с другой стороны немножко странновато, да, то есть, как по мне, это не совсем такая парфюмерная история. Это больше как, ну, действительно пищевая душка для варенья. Но я знаю, что популярный этот аромат, и я задумываюсь, почему бы не обзавестись бы мне прям флаконом, потому что он классный. Вот такая была подборка. Если у вас есть какие-то свои знаковые смородинные ароматы, где смородина прям вот четко, явно, и вот это именно она, расскажите, пожалуйста, будет очень интересно, я с удовольствием найду и затестирую. Вот, и также спонсором этого видео часть флаконов принесла мне подруга Татьяна, к примеру, вот этот. Спасибо ей большое. И если вам было интересно, оставайтесь на связи, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем отличного дня!